Слово духовный учитель переводится как гуру, означает учитель, тот, кто ведет нас. In the material world, we need guides. В материальном мире нам нужны люди, которые вели нас. If you want to learn to become a brain surgeon, если вы хотите стать хирургом, который делает операции на мозге, you don't just go and get a book from the library about brain surgery and marry you. Вы не можете просто прийти в магазин и купить там себе книгу, где будет описываться, как проводить такие операции. And then read it weekend. Прочитать ее на выходных. And then Monday experiment on your brother. В понедельник попробовать уже на своем брате, как переимитировать. It takes many years. Чтобы научиться, нужно много лет. And you have to practice under other brain surgeons. И нужно практиковаться также под руководством других хирургов. So spiritual life is more complicated than being a brain surgeon. Духовная жизнь еще более сложна, чем быть хирургом. One requires a teacher. Для этого нужен учитель. So in ISKCON Hare Krishna movement we have a teacher. И в ИСКОН, в движении сознания Кришны, у нас есть учителя. He's the main guru. Есть один главный гуру. A.C. Bhaktivedanta Swami Шрилы Прабхупады. Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупады. And we have his picture on the altar. Есть его изображение на алтаре. And I'm also like a guru. Я тоже выступаю в роли гуру. But I'm repeating what I've heard and learned from him. Но я повторяю то, что я услышал, и то, чему я научился от него. I'm repeating what I've read in the books translated by Шрила Прабхупада. Я повторяю то, что я прочитал в книгах, переведенных Бхактивидантой Свами Шрилы Прабхупады. The books are called Sastra. Книги называются шастры, Scripture. священные писания. Bhagavad Gita, Bhagavatam. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. And if you speak on the basis of Scripture, если вы говорите на основе священных писаний, it's perfect. тогда уж слова совершенны. But if you start making things up, Но если начинаете что-нибудь там выдумывать в себе, adding things, что-то от себя добавлять, taking things away, или что-то убирать по своему умыслу, then you become compromised or weakened. тогда это знание становится таким скомпрометированным, более слабым. Just like, let's say you have friend in Moscow, Как вот если, например, у вас в Москве есть друг, and they write you a very important message, он пишет вам очень-очень важное послание. and I deliver that message to you in Mariupol, И я привожу вам это послание в Мариуполь, but I change the message. но я что-то там меняю. Then I'm not helping you. Тогда я вам не помогаю. So the message comes from disciple succession, Это послание исходит по цепочке ученической преемственности from the previous acharyas, через предыдущих ачарьев. and you can't change the scripture. Мы не можем изменять Писание. This is the problem. I've seen the people do try to change scripture. В этом проблема, что я видел, люди пытаются изменить Писание. They tried to change Bhagavad Gita. Они пытаются изменить Бхагавад-гиту. Many different versions of the Bible. Есть множество разных видов Библии. One version of the Bible, they complain, why is God always male? Why not female? В одной из версий Библии есть такая жалоба: почему Бог все время мужчина, почему женщиной быть не может? So they rewrote the Bible. Решили переписать Библию. In the beginning, she created the world. Итак, в начале творения он-она сотворили этот мир. And then the commandment in Exodus, Lo Tirtzak in Hebrew. И затем в заповедях пишется Lo Tirtzak. Thou shalt not kill. Пишется «не убей». That's the literal meaning. Это буквальный перевод. But now you'll find in some Bibles is thou shalt not murder.
В английском есть понятие kill, это относится к любому убийству, а murder это означает убийство человека. И в новых Библиях упоминается именно второе слово «не убей человека». Now, there's a difference in those two words. Между двумя этими словами есть разница. Now, murder is more in reference to human beings. Слово murder это означает больше убийство человека. You don't murder a chicken. Вот это слово не относится к убийству цыпленка. It's more you kill a chicken. Если убивают цыпленка, называют словом kill. So they change. Поэтому изменили это слово. And I preach in South Africa. Я проповедую в Южной Африке, I've been there 35 years. в которой я уже живу 35 лет. And they have apartheid. Там был апартеид Before. раньше. And you had the blacks. Там были черные, And you had the whites. были белые, And they couldn't mix. и они не могли смешиваться друг с другом. They couldn't marry. Не могли заключать браки, Not allowed to marry. им не разрешалось. So the white African church, И белая африканская церковь, they said, no, it's in the Bible. они говорят, это написано в Библии. And I said, where? Я говорю, где? And they said, in the Ten Commandments. Они говорят, в 10 заповедях. Thou shalt honor thy parents. Необходимо уважать своих родителей. So you honor your parents by also having white children. Мы проявляем уважение к своим родителям, если у нас рождаются белые дети. And not children that are half black, half white. А не дети, которые наполовину белые, наполовину черные. So you see how things have been changed. Это можно видеть, как все меняется. And then even more terrible is how in the Quran, И еще хуже в Коране, the idea jahid, that you die for Allah. вот эта идея джихада, что нужно умереть за Аллаха. And that it is all right to kill so many other people. И что убивать множество других людей это нормально. Even other Muslims. Даже других мусульман. By suicide. И совершая самоубийство. And then they think they're going to go to paradise. И они думают, что потом они отправятся в рай. So violence is there. Поэтому есть насилие. But we should try not to use it against other human beings. Но мы не должны использовать это против других живых существ, против других людей. So many scriptures are being twisted. Поэтому многие писания искажаются. So purpose of guru is to correct this. И цель гуру исправлять это. Bona fide guru is a living example of the scriptures. Истинный гуру является живым примером писаний. So this is another problem. И вот есть еще одна проблема. That many priests, many pastors, Многие священники, пасторы, many priests in the Orthodox Church, Catholic Church, священники в православной церкви, в католической церкви, many Hindu priests, многие священники хинду, or Muslim или imams, мусульмане, имамы, their behavior is not according to Scripture, они ведут себя не в соответствии с Писаниями. and they end up cheating people И в конце концов обманывают людей in the name of religion. во имя религии. So we're fortunate, we're following in the footsteps of Srila Prabhupada. Мы удачливы, мы следуем по стопам Шрилы Прабхупады, He was very powerful, который является очень могущественным гуру. and is teaching us properly the science of the Vedas. И он должным образом дает нам науку вед. Кто из здесь присутствующих повторяет Хари Кришна? Very good. Очень хорошо. So, according to the Vedic scriptures, В соответствии с ведическими писаниями see, there are certain bona fide scriptures. есть некоторые такие истинные писания. Although we follow the Vedic scriptures, Хотя мы следуем ведическим писаниям, we accept the Bible тем не менее мы признаем Библию, and the Quran также Коран and the Torah, и Тора, the teachings of Lord Buddha. учение Господа Будды. We accept this. Мы их признаем. But we point out that the Vedic scriptures are more
complex. Но мы говорим о том, что ведические писания являются более сложными, более полными. They're more philosophical. Не больше философии, They're more intricate. больше подробностей. They're older. Они более древние And they're more thorough. и более подробные. So, really the best way to explain would be to give an example. И наилучшим образом это можно объяснить на примере. If I want to look up the definition of the word microphone, Если я, например, хочу найти определение слова микрофон, I look in a small dictionary, я могу посмотреть на это в маленьком словаре, pocket-sized dictionary, такой карманный словарик, and it will tell me. и там будет объяснение. And that's correct. И это правильно. But if I look in it's called the 18-volume Oxford Concise Dictionary. Но я могу также посмотреть, например, в Оксфордском словаре, состоящем из 18 томов, Or some 2,000-page dictionary. или в словаре, где 2000 страниц. I will also get the definition. Также я там могу найти определение, It will be in more detail. но там будет больше подробностей. Perhaps there will be pictures. Может быть, там даже будут изображения. They show you what is a condenser microphone, Будет показано, что там за конденсатор в микрофоне, coil microphone, или еще какой-то кольцевой микрофон, a wireless microphone, беспроводной микрофон, a hidden one, такой портативный микрофон, flat ones, round ones. плоский, круглый микрофон. So the Vedas are actually just more philosophical. Поэтому веды просто больше философии. The Vedas are more vast. Веды более обширны. For instance, in the Vedas there's information of reincarnation, Например, в ведах есть информация про реинкарнацию, life after death, о жизни после смерти, the law of cause and effect. о законе причины и следствия. It's called karma. Называется карма. Now, it's not described at all in the Bible. Об этом вообще ничего не написано в Библии. And in the Quran there is nothing about the law of karma. Также в Коране ничего не упоминается о законе кармы. Then the description of God. Также это описание Бога. All we know from the Bible is God made man in his own image. Все, что мы знаем из Библии, то, что Бог создал человека по своему образу и подобию. So does that God look like a Ukraine man? И что Бог похож на украинского мужчину? Does he look like an African man? Is he all dark? Или он больше похож на африканца, такой темный? Is he short, tall? Он высокий или невысокий? So the Vedic scriptures give an identity of God. Ведические писания описывают Бога. God is a person. Они говорят, что Бог это личность. And you're also persons. Так же, как и вы являетесь личностями. But we're small-time persons. Однако мы такие маленькие личности. You know, our activities are all small-time. Наша деятельность достаточно такая небольшая, скромная. But God is the supreme person. Но Бог является верховной личностью. But He's a person. Но тем не менее Он личность. And Vaishnavism, we are Vaishnavas, И мы называем себя вайшнавами. Вайшнавизм teaches personal relationship with God. учит тому, как развивать личные отношения с Богом. A little like Catholicism, Немного похоже на католицизм. also personal relationship. Там также подчеркивается важность личностных отношений. But generally Hinduism teaches Hinduism teaches impersonal relationship. Однако хиндуизм отличается от вайшнавизма, и он учит таким безличным отношениям с Богом. Especially Buddhism. В особенности буддизм, It's very impersonal. очень имперсональный. But we believe that the living being can have an individual relationship with God. Но мы верим в то, что живое существо может иметь личные отношения с Богом. Our first point in spiritual life is like the ABC. И первый шаг в духовной жизни это как азбука АБВ. And this is very simple. И он очень прост. You are not this temporary material body. Первое, что мы должны понять, что мы не являемся этим временным материальным телом. In this lifetime we've been born in Ukraine. В этой жизни мы родились на Украине. Some of you in man body, some of you in woman body. Кто-то родился в теле мужчины, кто-то родился в теле женщины. Some of you in fat body, some of you in thin body. У кого-то худое тело, у кого-то полное.
Some have got lots of muscle and some of you are skinny. У кого-то много мускулов, а у кого-то их нет. But you're not this body. Но вы не это тело. You're the soul within the body. Вы душа внутри тела. Just like the driver of the car and the car. Потому как есть машина, но у нее есть водитель. They're different. Они отличны. It's the driver of the car that makes the car work. Именно водитель, он делает так, что машина ездит. So you, the soul, make this body work. Именно вы, душа, делаете так, что тело двигается. And you, the soul, you came into the womb of your mother. И вы, как душа, входите в лоно своей мамы. And that is conception. И вот это зачатие. Then the embryo grows. Затем растет эмбрион, развивается. You know, the male and the female have the sex. Мужчина и женщина имеют секс. The sperm and the ovum meet. Встречаются сперматозоид и яйцеклетка. By that divine arrangement of God, a soul is sent at that point. И затем по божественному устройству Господа в это место приходит душа. And takes shelter of that embryo. И находит прибежище в этом эмбрионе. Embryo grows. И растет. Этот эмбрион растет. And then it's born 10 months later. Но затем, через 10 месяцев, он рождается. If by God's arrangement the soul is not sent, И если по устройству Бога не придет душа в это место, there's no pregnancy. то не будет беременности. And some people can't have children. И так бывает, что у кого-то нет детей. It happens like that. Такое происходит. Sometimes by the Lord's arrangement, 2 souls may be sent. Иногда Господь посылает 2 души. And then you have twins. И рождаются двойняшки. Yeah. So it's by divine arrangement the soul is placed in the womb of the mother. Именно только по устройству, божественному устройству, душа попадает в лоно мамы. There's 4 types of birth. Есть 4 типа рождения. You can be born in the embryo. Можно родиться как эмбрион. Cow, a rabbit, human being. Это вот у коровы, у кролика, вот у людей, Horse, у лошади, even a whale. У китов. Born in the mother's embryo. То есть можно родиться в лоне мамы. And another type of birth is in the egg. Второй тип рождения это яйцо. Chicken. Это курицы, Birds. птицы. Egg. Это яйцо. And another type of birth is under the ground. Третий тип рождения это под землей. Trees. Это деревья, Grass. трава, Creepers. растения. Their womb is actually the earth. Их лоном является земля. Then another type of birth is perspiration, believe it or not. И еще один тип рождения, это хотите верьте, хотите нет, это пот. When the conditions are right, perspiration, certain germs and amoebas are born. То есть какая-то влажность, пот, и рождаются амебы, какие-то бактерии. So altogether there's 8,400,000 species of life. Всего есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в этой вселенной. This figure comes from the Vedas, И эта цифра берется из Вед, the Padma Purana. из Падма Пурана. It's already been stated. This is how many species. Это уже известно, вот есть столько-то видов жизни. And 8 million are all animal. И 8 миллионов это животные и остальное. Fish, insects. Насекомые, рыбы. And only 400,000 are human. Людей всего 400 тысяч видов. And the human form of life is special. Человеческая форма жизни является особенной. Because in the human form of life we have developed intelligence. Потому что только в человеческой форме жизни у нас есть развитый разум. And we can inquire. Мы можем задавать вопросы. So you see, human beings, they're inquiring. И мы видим, что люди задают вопросы. They go to the bottom of the ocean and examine it. Они спускаются в дно океана и исследуют его. They climb to the top of the mountains, Mount Everest, and examine it. Забираются на вершины гор, на гору Эверест и смотрят, что там. They fly off into space and go to moon. Они летят в космос, летят на Луну. Human beings have an inquiring spirit. У людей есть этот дух любопытства. And they inquire inward. Также они интересуются, что внутри. A human being is able to inquire internally. Живое существо может вопрошать также внутри себя. And the human being, he or she, can ask themselves, И мужчина или женщина могут спросить себя, where did I come from? откуда же я появился? What happens when I die? И что будет, когда я умру? Why do my family members
have to die? Почему члены моей семьи должны будут умереть? I'm very attached to my parents, Я очень привязан к своим родителям, my wife and husband, к мужу, к жене. but I see they die. Но я вижу, как они умирают. Why is there so much suffering? Почему так много страданий? And another very good question. Еще есть один такой хороший вопрос. Why is there so much inequality? Inequality. Почему так много неравенства? Things don't seem to be equal. Похоже, все не так, все неравное. This woman over here is very attractive Вот женщина очень красивая, and very rich, очень богатая, born in rich family. родилась в богатой семье. And this lady born in Africa А эта женщина родилась в Африке, is very ugly, очень некрасивая, and she gets AIDS at a young age. заболевает СПИДом еще в юности. And this person has an IQ of 160, У какого-то человека коэффициент интеллекта 160, but his brother is mentally retarded. а его брат умственно отсталый. You know, why all this inequality? Почему такое неравенство? There must be some reason. Is it chance? Должна быть какая-то причина, или это все случайно? Does God decide this? Бог это все решает. So in other words, human life means inquiry. Другими словами, человеческая жизнь означает вопросы. And we should use this human form of life to inquire about our existence. И мы должны использовать эту человеческую форму жизни, чтобы задавать вопросы о своем происхождении. The atheists, they have us believe Атеисты пытаются сделать так, чтобы мы поверили, everything happened by chance. что все произошло просто случайно, There's no purpose to life. что в жизни нет никакой цели, нет смысла. It's not very satisfying Это не очень удовлетворяет. that my life in Mariupol has no meaning. Что вот я, например, живу в Мариуполе, и все это ни к чему. That my struggle to feed my children, educate them has no purpose. Что все как бы усилия направлены на то, чтобы прокормить детей, обучить их, все это не имеет никакой цели и смысла. So there is a higher purpose in life. Тем не менее, в жизни есть высшая цель. And that is to understand God. И это понять Бога. But not just to understand Him, to develop our love for Him. Но не только понять Его, но также полюбить Его. God, in the Vedas we call God Krishna. В Ведах Бога называют Кришна. He has many names, У Него есть много имен, including Jehovah and Allah. включая также Иегову и Аллаха. The name Krishna means all attractive. Но Кришна означает «все привлекающий». So we want to develop our attraction, our love for Krishna. Мы хотим развить свою привязанность, свою любовь к Кришне. We want to develop transcendental knowledge, Мы хотим развить трансцендентное знание, spiritual knowledge, духовное знание, as against material knowledge. не только материальное знание. Everywhere you go, there's material knowledge, Куда бы вы ни пошли, везде вокруг материальное знание. isn't it? Computer knowledge, Компьютерные технологии, and then physics and maths, физика, математика, geography and history. география, история. These are all examples of knowledge, Все это примеры знаний, but inferior. но более низкого. Then there's superior knowledge, Но есть более высокое знание, which means that information which tells us the difference between matter and spirit. Это знание дает нам информацию о разнице между материей и духом. Is there a difference between matter and spirit? Между духом и материей есть разница. So you are spirit soul living in a material body. Вы являетесь духовной душой, которая живет в материальном теле. Now immediately you have feelings. И также у вас есть чувства. The word is sentient. Это означает чувствующее живое существо. Now, right now I can sense you're all feeling hot. Сейчас я могу сказать, что все вы ощущаете жарко, что вам всем жарко. But this camera, this is a material object. Вот еще один материальный объект, вот это камера. There's no soul in that В camera. этой камере нет души. Is that camera feeling hot? Жарко этой камере? Is this microphone feeling hot? Микрофон этому жарко? If I leave the microphone out in the sun, does it complain, oh, it's too hot? Если я выложу этот микрофон на улицу на солнце, будет ли он жаловаться, что здесь жарковато? If I leave your car out in the winter
in Ukraine, does the car start shimmering and say, oh, it's too cold? А если зимой я ставлю вашу машину на улицу, начнет ли она дрожать и жаловаться на то, что слишком холодно? Does this piano get hungry? Испытывает ли это пианино чувство голода? Thirsty? Или жажды? Does this piano fall in love with other pianos? Может ли это пианино влюбиться в другое пианино? Oh, my dear female piano. О, моя дорогая девушка You пианино, look so nice. ты такая красавица, I want to marry you хочу на тебе жениться. and have baby piano. Пусть у нас будут маленькие пианинки. No, this is a dead object. Нет, это мертвый объект. There's no soul in the piano. В пианино нет души. But in you there is the soul. Но внутри вас есть душа. And that makes you have feelings. Это означает, что у вас есть чувства. That's how we determine whether there's a soul or not. Именно поэтому мы определяем, есть ли душа или нет. Animals also have feelings. У животных тоже есть чувства. A собак, it gets cold, it gets hot. Собаке может быть жарко или холодно. Dog feels thirsty. Она чувствует жажду. If you kick a dog, then it barks. Если вы толкнете собаку, он начнет гавкать. If I kick this piano, Если я толкну это пианино, it's not going to bark. она не будет гавкать. That proof. Вот вам доказательство. So we want to know about the nature of the soul. Мы хотим понять природу души. Now, Bhagavad Gita teaches us Бхагавад-гита учит нас, the soul is situated in the area of the heart, что душа находится в сердце, not the nose or the mind or the head. не в голове, не в уме, не в носу. It's specifically situated in the area of the heart. Оно находится в сердце. When the soul comes in contact with red corpuscles, blood, Когда душа соприкасается с красными тельцами крови, it gives the blood some type of energy. оно дает этой крови энергию. It causes the heart to beat. И она является причиной, почему бьется сердце. Just think about this. What is the heart? Вот просто подумайте, что такое сердце? About this big. Вот такого размера. Now it's a pump. Это насос. Just like you have in your car. Как вот у вас в машине есть насос. You have a water pump in your У car. вас водяной насос есть в You машине. got an oil pump in your Насос car. масла. You got an air pump in your car. Также воздушный насос. Now they all work by different energies coming to them. И они работают благодаря различным энергиям, которые поступают в них. So what is making this heart work? И что побуждает сердце It's a pump. биться? Это же насос. And it pumps every day 72 times a minute. И оно работает каждый день, этот насос работает каждый день 72 раза в минуту. Average heartbeat for a human being. Это средний пульс для человека. And that's 100,000 times a day. Это около 100 тысяч раз в день. 7 days a week. 7 дней в неделю. 52 weeks a year. 52 недели в году. And we would hope you would live for at least 70 or 80 years. И надеемся, что люди живут 70-80 лет. Now that's quite an amazing pump. Это достаточно неплохой насос. And you don't have to clean it. Не надо его чистить. Sometimes the pump doesn't work and you have a heart transplant. Иногда этот насос перестает работать и делает трансплантацию сердца. They did the first heart transplant in South Africa. Первую трансплантацию сердца произвели в Южной Африке. But for most people, they keep the same heart. Но большинство людей остается одно и то же сердце. Now, if you miss a heartbeat, if you miss a few pumps, Если сердце перестает биться хотя бы на несколько ударов, immediately you're in big problem. тоже немедленно у вас большие проблемы. Большие проблемы. Очень плохо. You have a stroke. У вас может быть сердечный приступ. If your heart stops beating for even 1 minute, Если ваше сердце перестанет биться даже на 1 минуту, большие проблемы. Oh, funeral. уже похороны. So, what is making the heart beat? И что же делает так, что сердце бьется? It's the presence of the soul. Это присутствие души. So, we want to understand more the nature of the soul. It's eternal. Мы
Мы хотим понять природу души, она является вечной. Now, if it's eternal, it means the soul or you were existing before you were born in Ukraine. И если она вечная, то это означает, что вы, как душа, существовали еще до того, как вы родились на Украине. So according to the Vedas, you had previous В lives. соответствии с ведами у вас была прошлая жизнь. And a life before that. И жизнь до And one этой, before that. и до этой, And one before that. и до той. You might say, but just a minute, Вы скажете мне, I секундочку, can't remember. я этого не помню. Is there anyone here who can remember their last life? Есть кто-то здесь, кто помнит свою прошлую жизнь? Sometimes the odd person has a dream or something. Иногда некоторым людям снятся какие-то сны. And by hypnosis, regressional hypnosis, Также с помощью регрессивного гипноза they take you back to past life. могут вас провести в вашу прошлую жизнь. But for most of us, we can't remember our past Но life. мы, большинство из нас, не помним нашу прошлую жизнь. So then, therefore, some people say, therefore, I don't accept. И некоторые люди говорят, поэтому я не признаю это. Because I can't remember my last life. Я не помню свою прошлую жизнь. I don't accept my last life. Я не признаю свою прошлую жизнь. If I could remember it, I would accept it. Если бы я ее помнил, я бы вот с вами согласился. This is their logic. Такая у них логика. Now I'm going to destroy this logic. Сейчас я эту логику разобью. I can ask this boy here, Я вот могу спросить мальчика здесь. how old are you? Сколько тебе лет? 15. 15. 15 лет. What's your name? Как тебя зовут? Как? Женя. Janya. Janya, let's give Janya a clap. Давайте похлопаем Жене. Подойди сюда, Женя. Stand up. Встань, пожалуйста. Face the audience. Повернись лицом к аудитории. Don't be afraid. Не бойся. Say Hare Krishna. Скажи Харе Кришна. Very good. Молодец. Стой, стой, стой. Now Janya, stand up. Остановись там. He's 15. Вот Жене 15. Have you got a good memory? У тебя хорошая память? Вот все good. So. Так себе. You got Ukraine memory. У тебя украинская память. Now, can you remember when you were 14? Ты помнишь, когда тебе было 14 лет? Can you remember when you were 10? А когда 10? Now we're getting somewhere now. Ну, уже к чему-то мы приходим. Can you remember when you were 9? А помнишь, когда тебе было 9? Little bit. Немного, да? Can you remember a little bit when you were 8? Помнишь, ну, хоть что-то, когда тебе было 8 лет? Little. Can you remember when you were little bit? Can you remember when you were 7? А когда 7? Even less. Oh, less. Can you remember when you were 6 little bit? А когда тебе 6 было, помнишь? If you look upstairs, Если ты так вверх посмотришь, вот так вот, посмотри. can you remember when you were 5? А когда 5 было, помнишь? Almost not. What about 4 years old? А что насчет 4 лет? Нет. Нет. Can you remember when you were 3? А когда 3 было, помнишь? 2, 2, 1. 1. Now you came from your mother's womb. Ну ты родился у мамы, да? I think you know that. Ты знаешь это, да? Sometimes they say we bought you in the supermarket. Иногда говорят, что тебя купили в супермаркете. You know Mariupol, В Мариуполе. that Mariupol cheap supermarket, В Мариуполе, в таком секонд-хенде супермаркете. discount store, В неделю распродаж. where you get 80% off, Где 80% скидка. but all the products are damaged. Но там все поврежденное. You didn't come from the supermarket. Но ты же не из супермаркета. You came from your mother's womb. Ты родился у мамы. Da? Да? Da? Are you sure? Ты уверен? Do you remember? Ты это помнишь? You lived in your mother's womb for 10 months. Ты пробыл внутри своей мамы 10 месяцев. Can you remember? Ты помнишь это? For 10 months you lived there. 10 месяцев ты там прожил. You can't remember anything. Ты ничего не помнишь? So
So, stand there. Стой пока. Еще с тобой не закончили. So the logic that I can't remember my last life. Поэтому логика, что я не могу помнить свою прошлую жизнь. Doesn't make sense. Это неправильно, нелогично на самом деле. None of you can remember living in your mother's womb. Никто из вас не помнит, как был внутри мамы. To tell you the truth, if I ask you what were you doing 1 week ago? Если я, например, спрошу вас, что вы делали неделю назад? At 8:05. В 5 минут 9. What were you thinking? О чем вы думали? You can't remember. Вы не сможете вспомнить. You might say, I was watching football. Ну, можно сказать, я смотрел футбол. I was watching quarterfinal. Смотрел четвертьфинал. Germany versus blah 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 blah. Германия против того-то. Where exactly were you sitting? Ну, где вы точно сидели? What were you thinking in your О mind? чем вы думали у себя в уме? We can't remember. Мы это не помним. So Scripture tells us we had past life. И Священное Писание говорят, что у нас была прошлая жизнь. And the one before that, and the one before that. И жизнь до нее, и до нее, и до нее. We are actually eternal. Мы на самом деле вечные. And when you die, everything is not finished. И когда вы умираете, на этом все не заканчивается. Because you are the soul within the body. Потому что вы душа внутри тела. And I mentioned the soul is in the area of the heart. Я, как говорил, душа находится в районе сердца. So I want you to do experiment. Я хочу сейчас провести эксперимент. Женя. Женя. With your right hand, touch your head. Своей правой рукой коснись головы. Face everyone. Покажи всем лицом. Now, very loudly you tell everyone, whose head is that? I'm supposed to say my head. И очень громко всем скажи, чья это голова. Моя. My head. Моя. Touch your nose. Прикоснись к своему носу. Whose nose is that? Чей нос? Мой. Now touch your shoulder. До плеча дотронься. Whose shoulder is Чье that? это плечо? Моя. Now touch your leg. Ноги прикоснись. Whose leg is that? Чья это нога? Now touch your stomach. А теперь до живота дотронься. Whose stomach is that? Чей это живот? Now touch you. А теперь к себе прикоснись. Где ты? Come on, touch you. К себе прикоснись сейчас. Где ты? Ты где? Touch you. Прикоснись к себе. Come on. Давай, быстро, прикоснись. Где ты? Ты где? That's your stomach. Это твой желудок. Where's you? Где ты? No, that's your heart. Это твое сердце. That's your chest. Это твоя грудь. Where's you? А ты где? Inside. Everywhere. Who are you? Кто ты? You are the soul inside the body. Ты являешься душой внутри тела. Just give him a good clap. We took him by surprise, Мы его удивили. but I think he did very good. Но он очень хорошо со всем справился. So the soul has a relationship with the Supreme Soul, И у души есть отношения со сверхдушой. and the Supreme Soul is God. Верховная душа – это Господь. We're the servants of God. Мы являемся слугами Бога. And the purpose of religion is to reawaken our eternal relationship with God. И целью религии является пробудить наши вечные взаимоотношения с Богом. So this is the purpose behind Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism. Эта цель стоит, эта цель есть в христианстве, в католицизме, в буддизме, в хиндуизме, Krishna в consciousness. сознании Кришны. To awaken knowledge Пробудить знание, is called Sambandhana, которое называется самбандой, Gyan. гьяны. Gyan means knowledge in Sanskrit. Гьяна – это знание на санскрите. Sambandhana means knowledge of my relationship Самбанда означает знание моих отношений with this body. с этим телом. I'm not this body. Мы знаем, что мы не это тело. Knowledge of my relationship with the environment. Знание моих отношений с окружающей средой. I'm living in Ukraine temporarily, Я временно живу на Украине. 40 or 50 or 70 or 80 years. 40, 50, 60, 70, 80 лет. Knowledge of my relationship with God. Знание о моих отношениях с Богом. Knowledge of my relationship with my parents and my children. Знание об отношениях с моими родителями и детьми. Temporarily, this spirit soul living in this body is my father. На какое-то время, временно,
Эта духовная душа в теле, в этом теле является и моим отцом. Temporarily, I'm in charge of these children. И на какое-то время я отвечаю за этих детей. But they are spirit souls. Но они являются духовной душой. So, Sambandhana Gyan is the purpose of life. Самбана Гьяна описывает цель жизни. To redevelop knowledge of one's relationship with God. Вновь развить знание о наших отношениях с Богом. And ultimately to develop our love for Krishna. И в конце концов развить нашу любовь с Кришной. Prayojana means the ultimate goal of life. Прайоджана означает высшая цель жизни. To love the Lord. Полюбить Господа. Not out of fear. Не из страха. Sometimes in Christianity and also Hinduism, they have the idea that God is, you must be afraid of Him. Иногда в христианстве или в хиндуизме есть такая концепция, что надо бояться Бога. And He's sitting on this big black throne. Он сидит на своем большом черном троне. He has a big white beard. У него длинная белая борода. And He's looking down in Ukraine. Он смотрит вниз на Украину through the clouds. через облака. And He gets grumpy. И начинает бормотать. He gets into depression. Он впадает в депрессию. And He throws a lightning bolt. И он посылает молнию. Throws an earthquake. Посылает землетрясение. I'll get you. Я достану тебя. It's not like God is not like that. Но нет, это не Бог. He's the supreme lovable object. Он верховный объект для нашей любви. He's eternally 14-15 years old. Он вечно находится в возрасте 14-15 лет. The Vedas describe Krishna as being bluish in color. Веды описывают, что Кришна, он темно-синего цвета. Playing a flute. Он играет на флейте. Always dancing and joking. Он всегда танцует и шутит. And he has a spiritual body, not a material. У него духовное тело, не материальное. So it's not subject to old age and death. И он не стареет и не умирает. This material body you're living in gets old. Это материальное тело, в котором мы сейчас живем, оно стареет. Everyone gets disease. Все болеют. Yeah. But in your spiritual body there is no old age and death. Но в духовном теле нет старости, нет болезней. Yeah. So the purpose of religion is to reawaken our relationship with Krishna. И цель религии заключается в том, чтобы вновь развить наши отношения с Кришной. And one problem is that religion has often missed this point. Но часто во многих религиях упускается этот момент. And it's become ritualistic. Она становится просто ритуалистической. In a ritualistic way, you go to the Catholic Church. И вы как ритуал идете в католическую церковь. Or Hindu church, Или temple. Церковь хинду или в храм. And it's become just rituals. Становится просто ритуалом. Bowing down 5 times. 5 раз поклонились. But no knowledge. Но нет знания. And religion has also been compromised. И также религия компрометируется. By material motives. Если в ней есть материальные мотивы. Therefore, in the name of so-called religion, поэтому во имя так называемой религии there has been more violence and wars совершалось гораздо больше насилия и войн, than any other cause. чем ради другой какой-то причины. But this doesn't make sense. Но это же неразумно, нелогично. Isn't religion or faith in God supposed to bring people together? Разве религия и вера в Бога не должна соединять людей вместе? And create peace И создавать мир, and harmony гармонию, and love любовь, and respect почтение, and compassion сострадание, and truthfulness правдивость, and cleanliness? чистоту. So how can religion, create wars? И как эта религия может рождать войны? So we have this. I mean, originally it was the crusade. Вот крестовые походы были. The English crusade, they tried to conquer other countries to spread Christianity. Христианские крестоносцы, они пытались завоевать другие страны, чтобы распространить христианство. So this is not real religion. Это не настоящая религия. We call this so-called religion. Мы называем это так называемой религией. Real religion will bring human beings and animals all together. Настоящая религия будет соединять всех людей,
также и животных вместе. And will be harmony, И будет гармония. not conflict. Не будет конфликтов. You know, the two biggest Muslim groups, Есть две самые большие мусульманские группировки. the Sunnis and the Shiites. Sunnis Сунниты and the Shiites. и шииты. They oppose each other. И они борются друг с другом. Sometimes they kill each other. Иногда убивают друг друга. Ridiculous. Тоже смешно. Even amongst Christian groups, Даже среди христиан many evangelists многие евангелисты criticize the Catholics критикуют католиков. because in Catholic religion you have the deity Потому что в католицизме есть божество of Mary and Jesus, Мэри Иисуса. you know, and they don't believe in this. Они не верят в это. Yeah. And of course in Hinduism. Также и в хиндуизме. So this is not real religion. Это не истинная религия. They have some conception of God, У них есть просто какое-то понимание, какая-то концепция Бога. but they're a little fanatical. Но они немного фанатичны. So you get fanatical Muslims. Поэтому есть фанатичные мусульмане. They blow themselves off for Allah. Они ради Аллаха взрывают себя. You get fanatical Christians. Есть христиане-фанатики. And now and again you get fanatical Hindus. И также встречаются фанатичные хинду. So Srila Prabhupada, our spiritual master, Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, he said something very simple. сказал одну очень простую вещь. Religion without philosophy Религия без философии is sentimental – это просто сентименты, and sometimes fanatical. иногда фанатизм. So that's what we have nowadays. И это то, что у нас происходит сейчас. Sentimental Christians, Hindus, Muslims, Catholics. Такие сентиментальные христиане, мусульмане, католики. They have some vague idea of who is God, У них очень туманное представление о том, кто такой Бог. but there's no philosophical understanding. У них нет философского понимания. So I'll say that again. Religion without philosophy Я еще раз повторю, что религия без философии is sentimental. – это сентименты. And philosophy without religion А философия без религии is mental speculation. – это просто какие-то умственные рассуждения. So Charles Darwin, Чарльз Дарвин, he speculates about where we came from. он начинает себе выдумывать, откуда же мы произошли. It's mental speculation. Просто какие-то умственные Charles спекуляции. Darwin wrote the book Origin of Species of Life. Чарльз Дарвин написал книгу «Происхождение человеческих видов». And it's interesting that even Albert Einstein, Интересно, что даже Альберт Эйнштейн, I'm going to finish now, сейчас я уже буду but заканчивать, I'll just finish on this note, that Albert Einstein, who's given a lot of respect by practically everyone, все практически уважают Альберта Эйнштейна, да? whether you're atheist or theist, Будьте вы атеисты или теисты, he's regarded as very intelligent. его считают очень разумным. He believed in God. Он верил в Бога. He said, I want to know what is God's plan. И он сказал, я хочу узнать, в чем заключается план Божий. Everything else is details. Все остальное подробности. I Детали. just want to know what is the plan of God. Я хочу знать только план Бога. Everything else is insignificant. Все остальное не важно. And he also said, religion without science Он также сказал, что религия без науки is blind. слепа. And then he said, science without religion А наука без религии is lame. хромая. These are famous statements by Albert Einstein. Это известное утверждение Эйнштейна. So Srila Prabhupada is giving us this knowledge. Шрила Прабхупада дает нам это знание. I humbly request you take some of his books, you read, Я смиренно прошу вас взять некоторые из его книг, почитать. and you'll understand more about the purpose of life, Вы тогда сможете больше узнать о цели жизни, the goal of life. о смысле жизни. You'll become happy. Тогда вы станете более счастливы. The first characteristic of becoming God conscious Первая характеристика того человека, который обретает сознание Бога, is a relief from distress. является то, что он освобождается от страданий. Klishagni. You Клешагни. don't feel so miserable. The tension of life, Он не чувствует такого сильного давления жизни. the anxiety of life doesn't bother you so much. Эти беспокойства жизни не так сильно как бы беспокоят его. You actually become happy.
вы на самом деле становитесь счастливым. And is that what we all want? Разве не этого мы все хотим? We all want to just become happy. Мы хотим стать счастливыми. But it's not that if you have a lot of money, you necessarily become happy. Если у вас будет много денег, это не обязательно, что вы будете счастливы. It's not that if you're some Hollywood film actress that you're happy. И не обязательно, если вы какая-то актриса из Голливуда, то вы счастливы. Or that you have a BMW, Mercedes. Или если у вас какой-то самый такой роскошный Мерседес. Big house down by the Crimea beach. Большой дом на берегу в Крыму. These things actually don't make you happy. Эти все вещи на самом деле не делают вас счастливыми. Happiness is a condition coming from inside. Счастье – это состояние, которое происходит изнутри. Where you begin to reawaken your relationship with Baba. Когда вы начинаете пробуждать свои отношения с Богом. And it's not sentimental. И это не просто на уровне чувств и I've been сентиментов. following this Krishna consciousness for 40 years. Я практикую сознание Кришны уже 40 лет. Before in England I was studying the engineering. До этого в Англии я учился на инженера. It is not the least sentimental. И моя практика, она совсем не сентиментальна. So read these books. Поэтому почитайте эти книги. And try every day to chant Hare Krishna. Пытайтесь каждый день повторять Харе Кришна. And you will benefit. И вы получите огромное благо. So thank you for sacrificing your time tonight. Спасибо вам большое за то, что вы пожертвовали своим временем сегодня. Joining us and glorifying the Lord. И присоединились к нам в прославлении Бога. Шрилы Прабхупады ки джай. So I can answer one or two questions and then we'll have a little kirtan. Я могу ответить на один или два вопроса, затем мы споем киртан. Есть ли у кого-то вопросы? That's all right. Ну, это нормально. We try to help other people by preaching. Мы пытаемся помогать другим людям через проповедь. Now we can't force. Мы не можем заставлять. For instance, Islam was often spread, sword in one hand and Quran in the other hand. Например, ислам распространяется так, что в одной руке меч, в другой Коран. Either you take the Quran or you cut your head. Либо ты берешь Коран, либо мы тебе голову отрубаем. Even in South India, there's a place called Goa. В Южной Индии есть такое место Гоа. There's many holiday people go there. Туда часто люди ездят на отдых. Hippies before. Хиппи раньше туда ездили. And the Portuguese used to preach. И португальцы там раньше проповедовали. And the priest, there's a famous priest there. Там был один известный проповедник. Exer. Эксер. And Bible in one hand, paraffin in the other hand. Paraffin, it's like petrol. You pour it on the person, you burn them to death. И у него в одной руке была Библия, а в другой он держал парафин. Если тот не принимал Библию, он обливал его и сжигал. I was surprised. Я был удивлен. Yeah. This is on West India, in Goa. Это в Западной Индии, Гоа. There are some Christians. Там христиане. So we have to preach and make it palatable. Когда мы проповедуем, надо как-то это делать приятно. When I was ill, when I was a young child, and I was ill, my mother would give me the medicine. Когда я был еще ребенком, я болел, мама мне давала She'd лекарства. give me the pill, Давала мне таблетку. but she put it inside strawberry renegi. Но она ее вкладывала в клубничный вареник, Jam. в джем. And then I wouldn't taste it. И я не ощущал ее. Yeah. So preaching means to explain to people God consciousness. И проповедь означает объяснять людям о сознании Бога. But to do it in a nice way. Но делать это таким хорошим образом. You can't force. Nельзя заставлять, давить. You can't put a gun. Не надо представлять пистолет. You got to you've got to appeal to the person's intelligence. Нужно обращаться к разуму человека. So please chant Krishna's name. Пожалуйста, повторяйте имена Кришны. Get the beads and chant every day. Достаньте себе четки и каждый день повторяйте. And your mind will become peaceful. И тогда ваш ум станет спокойным. In this
in this materialistic age, things are very disruptive. В этот материальный век вещи очень такие волнующие. Especially I see in Ukraine with the financial situation. В особенности я вижу, что в Украине тяжелая финансовая ситуация. I've been coming for 15 years to Ukraine. Я уже 15 лет приезжаю на Украину. And there's some financial problems here I see. И я вижу, что здесь есть какие-то финансовые проблемы, Unemployment, безработица, political problems with the leaders. политические проблемы с лидерами. So much disturbs the mind. Так много беспокойств в уме. But you chant Krishna's name, your mind becomes peaceful. Но если вы будете повторять имя Кришны, то ваш ум станет спокойным. And the more you chant, Тем больше вы будете повторять, this is the medicine. и это лекарство. So the more medicine you take, Чем больше лекарства вы будете принимать, then the better you feel. тем лучше будете себя чувствовать.